Война. День 143. Ситуация на фронтах. Не имея возможности адекватно ответить на уничтожение своих складов боеприпасов и командных пунктов с помощью «Хаймарс», Россия продолжает ракетный террор, нанося удары по мирным целям по всей территории Украины. На сей раз ракетные удары были совершены по Одессе, Кременчугу, Николаеву и Днепру. Альянс Свободы. Вашингтон и Варшава достигли соглашения, по которому Польша получит дополнительные танки «Абрамс» американского производства. В обмен на них Польша собирается предоставить Украине до 290 своих ПТ-91 польских модификаций Т-72, которые считаются достаточно неплохими и современными. Это может быть достаточно, чтобы вооружить 2 дополнительные мотострелковые бригады или 3 танковых полка. По состоянию на вчерашний день первая из полученных партий ПТ-91 находится в пути в Украину. Кстати, Португалия отправила в Украину партию из 14 БТР М113. Хоть это и не современные броневики, но все равно лучше, чем легковой транспорт. Восток. Харьков и пригороды продолжают обстреливать, но изменений на земле нет. Южнее, в районе Изюма, сообщается о контратаке украинских войск в направлении Курульки. Удар пришелся во фланг российских сил. Была уничтожена большая часть бронетанковой колонны и удалось оттеснить россиян к северной стороне села. Также бои идут за Долину и Краснополье. Бои за Белогоровку продолжаются. Недавно подразделение «Кракен» опубликовало видео оттуда. При этом россияне радостно пишут о якобы освобождении Северска, но никаких доказательств этого нет. А вот Спорное и Верхнекаменское им удалось захватить, и теперь российские офицеры гонят свои войска на Северск, чтобы не быть наказанными за фальшивые донесения о успехах с его захватом. Южнее наемники Вагнера якобы захватили Солидар, но и тут никаких следов доказательств этому нет. Бои продолжаются восточнее города. Российские войска атаковали Кадему и Вершину, но безуспешно. Защита Вершины и Кадемы имеет решающее значение для украинцев. В случае падения обоих населенных пунктов украинские силы, дислоцированные в районе Углегорской электростанции, попадут в окружение. В районе Авдеевки россиянам удалось продвинуться к Каменке, но ЗСУ в свою очередь контратаковали возле Угледара в направлении Егоровки. Юг. Последние дни россияне бросили значительные подкрепления в район Херсона. Сообщается о прибытии 2 батальонов тактических групп воздушно-десантных войск, а также бригады, оснащенной баллистическими ракетами «Точка». Интересно, зачем это делать, если все хорошо и идет согласно плану? Российские войска обустроили базу на Запорожской АЭС в Энергодаре и обстреливают оттуда Никополь, на другом берегу Днепра. В Херсоне снова взрывы. Видео сделано на основании отчета австрийского военного аналитика Тома Купера, карт Натана Рассера, карт ForMap, карт Life UA Map и Deep State.